Всем привет, с вами Лёхич, и сегодня приготовлю одни из самых вкусных фрикаделек в сливочном соусе с гарниром картофельное пюре. Ну и по традиции отправляемся с вами в магазин. Опа, сразу в своем транспорте, это я люблю. Первым делом нам нужно взять что? Правильно, это фарш. Берем 1 килограмм фарша, кидаем в корзину и едем куда? Правильно, за луком. Нам нужно примерно 2 штучки. Ну а теперь возьмем что? Правильно, сливки. Ну а теперь пришла пора взять сливочное масло. Пришло время взять приправу. Первым делом возьмем куриный бульон кубиком, сушеный чеснок, черный и душистый перцы, мускатный орех. Ну и куда же без горчички? Пировочные сухари. Ну и теперь давайте все с вами оплатим. Ну и поехали готовить. Вот я сгонял в магазин, и чтобы распаковать наш пакет, воспользуемся чем? Правильно, нашей лепреконской магией. Так, ну и посмотрим, что у нас с вами есть. Килограмм фарша, картофан, лучочек, сливки, горчичка. Также у нас есть для этого приправки. Это панировочные сухари, чеснок сушеный, перец черный горошком, мускатный орех и душистый перец тоже горошком, сливочное масло и кубик бульона. И также у нас с вами есть зеленушка и еще одно яичко. Покупать много я не стал, так как нам понадобится всего лишь одно. Но если у вас нет вдруг яичка, можете пойти что? Взять у соседа. Первым делом займемся картофаном. Его нужно помыть, почистить и поставить вариться, пока будем заниматься приготовлением наших с вами фрикаделек. Перед чисткой обязательно всегда мойте картошку. Картошка помыта, пришло время ее почистить. Давайте почистим с вами картошечку. Картошечка почищена, отправим ее варить. Давайте почистим с вами лук. Ну а теперь нарежем ее. Резать лук обязательно очень нужно мелко. Можно сказать, превратить его нужно будет в пюрешечку. Ну что, вот я лук дорезал. Отправляем его в миску, в которой все будем мы замешивать. И убираем пока что в сторону. Нарежем зелень. Зелень нарезали. Отправим ее в нашу миску. Добавим панировочные сухари. Нужно 70 грамм. 1 чайная ложка сушеного чеснока. Пол чайной ложки мускатного ореха. Нам нужно будет перемолоть 7 горошин душистого перца и черного перца. Ну что, вот мы перец перемололи. Добавляем его. Также нам нужно будет добавить 2 чайные ложки растительного масла. Одно сырое яйцо. 2 ложки соли. Теперь добавим фарш. Ну и теперь осталось самое главное – перемешать все наши ингредиенты. Перемешать нужно будет до очень хорошей однородности. Мешать примерно около 7 минут. Фарш готов. Давайте теперь сформируем наши фрикадельки. Чтобы фарш не прилипал, руки смажем обязательно подсолнечным маслом.
Фрикадельчики сформированы. Пришло время их обжарить. На раскаленную сковородку на подсолнечном масле мы будем выкладывать фрикадельчики наши. Обжарить нужно будет фрикадельки до золотистой корочки, потом их все равно будем запекать в духовке. Что такое? Масло в глотку стрельнуло. Вы только посмотрите, какие золотистые и вкусные получаются наши фрикадельки. Вот у нас уже жарится вторая партия. Это уже можно есть сейчас. Мне кажется, это невероятно очень вкусно. Теперь пришло время сделать сливочную заливку для наших тефтелей. Вы только посмотрите, какие красивые тефтели у нас получились. На разогретую сковороду отправляем кусочек сливочного масла. И добавляем к нашему маслу 3-4 столовые ложки муки. И теперь нужно все это дело обжарить до карамельности. Пришло время обжарить муку. Главное, чтобы не было вкуса сырого теста. Муку сильно не пережарьте, иначе испортится весь вкус соуса. Вот мы муку уже примерно дожарили до золотистого цвета. Теперь аккуратно вливаем сливки и перемешиваем. Сливок нам примерно нужно 200 мл. Теперь в наш соус нужно добавить бульон. Бульон можно использовать либо вот таких 2 кубика, либо как у меня, я подготовил уже и заморозил бульон отварной. Санечка, снимай. Вот наш бульон растопился. Смотрите, какая красота получается. Теперь нам нужно сюда добавить 2 чайные ложки горчицы. Консистенция соуса должна быть как жидкая сметана. Соус готов, фрикадельки готовы. Перельем соус в наши фрикадельки. Как только фрикадельки залили, отправляем их в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 15 минут. Прошло 15 минут, пора доставать нашу вкусняшку. Ну что, фрикадельки готовы. Осталось сделать пюрешку. В нашу отваренный картофель выливаем стакан молока, 2 ложки соли, и кусочек сливочного масла. Ну что, давайте теперь сделаем нашу пюрешку с помощью нашего миксера. Ну вот, пюрешечка готова. Пришло время попробовать нашу вкуснятину. Это получилось невероятно вкусное блюдо. Вкус выраженный поджаренной говядины, сливочно-горчичного соуса, петрушка, соль и перец добавлены просто идеально. В сочетании с пюрешкой это получилась невероятная бомба. Рецепт получился очень невероятный. Берите и готовьте. С вами был Лёхич. Я научу вас вкусно готовить. До новых встреч. Oh my God. Can I sing to you?
Не пизди. Давай, Димаш. Сейчас сгорит всё. Затроил, бля. Понимаешь?